Приветствую всех! Сегодня хочу сделать расклад на тему, кто вас обижает и для чего. Не знаю, почему выбрала такую тему, какую-то вот болезненную. Вот. Кстати, вы можете в комментариях оставлять идеи свои к раскладам, да, то есть что бы вы хотели увидеть, какие-то там вопросы психологические, либо интересующие вас. То есть даже если это будет тема взаимоотношений, она все равно будет рассматриваться через призму психологии, вот, а не через призму прогностики. Поэтому в любом случае в контексте канала можете оставлять идеи к раскладам, да, в комментариях. А мы с вами смотрим, кто вас обижает и для чего. Итак, кто вас обижает? Включила запись, да. Кто вас обижает? Десятка кубков. Любовь вас обижает. Кто вас обижает? Какой-то любимый человек вас обижает. Это может быть ваш ребенок, либо это может быть человек какой-то вот, не совсем зрелый. Здесь действительно человек вас обижает, и вы действительно этого человека любите. Ну, либо он как-то важен для вас. Кто еще вас здесь обижает? Ну, вот аркан влюбленных. Да, здесь обижает вас любимый человек. То есть это может быть ребенок, это может быть ваш какой-то родственник, родитель. То есть здесь человек, с которым есть какая-то связь. То есть это не, опять-таки, связь не в контексте профессиональной, да, то есть это может быть близкий человек, как друг, да, друг, приятель, но вот прям особенный человек, которого вы выделяете, с которым у вас есть эмоциональная какая-то связь, какой-то коннект. Вот. Любимый, да, любимый человек. Так, посмотрели, кто вас обижает, для чего? Для чего вас обижает? Да? Такое ощущение, что долгое время как-то вас мутузит. Почему? Если бы этот человек сам знал. Но с другой стороны, здесь, смотрите, по пятерке монет, да, как будто бы человек сам обделенный, не знаю, чем-то. У него есть какой-то недостаток, может быть, там денег, любви, внимания, не знаю чего. Ну, то есть как будто бы человеку долгое время самому что-то не хватает. И вот в этой энергии дефицита, да, он обижает и вас. Не знаю, может быть, как будто бы сам человек обделенный на любовь, и поэтому какой-то вот негативный в вашу сторону. То есть есть такой момент. Еще почему, для чего вас обижает? Ну, для кого-то здесь он видит вас конкуренцию, и человек хочет вас победить. Да, то есть он, возможно, видит вас для себя какую-то, как это... Ну, вот как страх какой-то, да. То есть в чем-то он вас опасается. То есть вы что-то можете сделать этому человеку. Не знаю, может быть, занять его какое-то место в профессиональной сфере, да, то есть в чем-то его превзойти. То есть вы являетесь очень сильным конкурентом, не знаю, в какой-то сфере для этого человека. И он как будто бы вот хочет устранить эту конкуренцию. То есть здесь идет какая-то борьба, кто выиграет. И вот в вашем лице человек видит, что вы ему мешаете на его пути достижения чего-то, да, то есть, допустим, если это какие-то семейные, да, взаимоотношения, то здесь может быть, например, свекровь хочет устранить свою невестку, потому что она забирает все свое внимание сына, и матери, допустим, не хватает. Правда, это не здоровый сценарий, но в любом случае, как пример, чтобы вы понимали. Либо какая-то здесь конкуренция, там, не знаю, партнеры, не партнеры, а сотрудники, да, в одной компании. И вот вы кому-то там дорогу, условно говоря, перешли, велика вероятность, что там, не знаю, получится больше плюшек, да, либо какое-то место предполагается, что освободится, и велика вероятность, что вас возьмут. Поэтому человек как будто бы старается вас отстранить, потому что вы претендуете на то, что важно ему, то есть вы ему мешаете, вы являетесь преградой. Еще для чего вас обижают? А вообще здесь для кого-то по верховной жрице какая-то тайна, да, какая-то загадка. То есть здесь вообще непонятно. А почему непонятно? Да потому что непонятны мотивы этого человека. Почему непонятны?
Потому что, знаете, здесь как будто бы у человека нету что-то, чего-то личного, да, по отношению к вам, он сам по себе какой-то такой холодный и колкий. То есть, знаете, здесь как будто бы вы получаетесь как, в кавычках, козел отпущения, да, как красная тряпка для быка. Просто попались, либо попадаете под руку. Ну, знаете, вот бывает человек такой обиженный жизнью, обиженный как будто бы судьбой, и вот он во всем видит какие-то претензии, недовольства, и он все время кричит, кричит. Вот. А если вы, не знаю, в силу своего положения, либо в силу своего характера, то есть положение, например, вы подчиненный, а он ваш начальник, да, ну, есть субординация, вы не можете накричать также на человека. Вот. То есть здесь могу предположить, что здесь как будто бы нету ничего такого личного, да, просто вот человек попадается под горячую руку, либо там, я не знаю, родитель в силу своего статуса, да, кричит все время на ребенка, и ребенка не понимает, почему я, да, то есть, ну вот надо на ком-то сорваться, здесь какое-то такое вот ощущение. Ну, то есть человек срывается просто потому, что второй человек не может ему ответить. Не может, опять же таки, либо в силу, там, я не знаю, какой-то субординации, либо в силу своего характера, он просто мягкий и не может сам за себя постоять. То есть здесь какие-то, ну, здесь непонятные моменты, здесь нету ничего личного, здесь есть какая-то вот просто патология, да, психологическая. И проблема здесь в данном случае не вас, а в этом человеке. Как-то так.